Если вы следите за мировыми событиями, то должны понимать, что прямо сейчас на Ближнем Востоке начинается большая война. Иран уже атакован Соединенными Штатами, а мировая геополитика входит в зону небывалой турбулентности. Обыватель подумает, что это лишь череда случайностей и совпадений, из которых состоит вся наша жизнь. Но что, если это на самом деле не так? Что, если все события были запланированы силами зла еще 100 лет назад, и конечный итог происходящего в их понимании – это построение нового мирового сатанинского порядка? Присаживайтесь поудобнее и включайте критическое мышление, потому что сегодня мы приоткроем завесу тайны о происходящих в мире событиях. Именно об этом сегодняшнее видео. На протяжении десятилетий имя Альберта Пайка ассоциируется с масонством, оккультизмом, а также с одной из самых скрытых тем – планом 3 мировых войн. Несмотря на активное сопротивление академических кругов и либеральных СМИ, множество независимых исследователей продолжает утверждать, этот план не просто вымысел, а структурированная стратегия, воплощающаяся на наших глазах. Альберт Пайк – одна из самых загадочных фигур XIX века. Он был адвокатом, поэтом, генералом армии конфедератов в гражданской войне США, а главное – верховным понтификом шотландского ритуала масонства Южной юрисдикции США, который достиг 33-й степени высшей в иерархии. Наиболее известное его произведение «Мораль и догма», в котором он открыто говорит о символизме, каббале, гностицизме, эзотерике, древних мистериях и Люцифере. На одной из страниц, если быть точным 321 оригинального издания, он считает дьявола богом, тем самым показывая сатанинскую инверсию тайных мировоззрений масонства. Согласно ряду источников, включая Уильяма Гая Карра и оккультного разоблачителя Лео Таксиля, в августе 1871 года Альберт Пайк написал письмо своему соратнику Джузеппе Мацини, итальянскому революционеру, одному из основателей мафиозного ордена Карбонарии и влиятельному масону. Письмо якобы описывало 3 будущих глобальных конфликта, каждый из которых должен был служить строго определенной цели в рамках оккультного и политического плана по трансформации человечества. Целью этого плана являлось создание нового мирового порядка, в котором государственные, религиозные и социальные институты будут разрушены через управляемые войны и революции, а на их обломках будет построено глобальное сатанинско-масонское правительство под контролем узкой группы посвященных. Итак, давайте обратимся к тексту письма, а дальше проанализируем, что же из него реализовалось в действительности. Итак, согласно письму, Первая мировая война должна быть организована, чтобы позволить иллюминатам свергнуть власть царей в России и превратить страну в крепость атеистического коммунизма. Разногласия между британской и германской империями будут использованы, чтобы спровоцировать этот конфликт. В конце войны коммунизм должен быть установлен и использован для разрушения других правительств и ослабления религий. Что мы видим в итоге? Все точно по сценарию. Результатом Первой мировой стала революция 1917 года в России, далее свержение династии Романовых и установление марксистского коммунизма. Вторая мировая война, согласно этому письму, должна быть вызвана с целью усиления разногласий между фашистами и политическими сионистами. Конфликт должен привести к уничтожению фашизма и созданию независимого государства Израиль в Палестине. Во время войны международный коммунизм должен стать достаточно сильным,
чтобы сбалансировать христианство. Затем он будет сдержан и сохранен до окончательной социальной катастрофы. Итак, что видим в реальности? Точно предсказано появление фашизма в лице Муссолини и Гитлера, его крах, а также создание Израиля в 1948 году при поддержке США и ООН, ну и, конечно же, Ротшильдов. Декларация Бальфура, в которой британское правительство выразило поддержку созданию еврейского государства в Палестине, была отправлена британским министром иностранных дел Артуром Бальфуром, второму лорду Ротшильду. Коммунизм действительно стал глобальной альтернативной системой, противостоящей западному христианскому капитализму в холодной войне. Ну и самое интересное. Третья мировая война, согласно письму, должна быть спровоцирована с целью столкновения мусульманского мира и политического сионизма. Война должна быть настолько разрушительной, чтобы привести человечество в состояние полного отчаяния, духовного истощения и моральной пустоты. Тогда людям предложат в кавычках «чистую» люциферианскую доктрину, как новую мировую религию. А теперь посмотрим, что происходит в реальности. С начала 21 века мы наблюдаем резкое обострение конфликта между мусульманскими странами и Израилем. Войны в Ираке, Сирии, Иране, Афганистане, конфликты с Хамас и другими группировками, кризисы в Палестине – все это и есть часть плана. А на сегодняшний день уже и включение Ирана в эту повестку и атаки США на него. Неужели вы думаете, что все происходящие события теперь являются чередой случайностей и совпадений? Согласно Лео Таксилю, французскому разоблачителю масонства, который в 1895 году опубликовал серию материалов, внутри высших степеней шотландского устава существует отдельная группа, в которой Люцифер признается истинным богом. Пайк не просто знал об этом культе, он писал его литургии. Таксиль утверждал, что Пайк разработал систему 3 посвящений для внутреннего круга иллюминатов Люцифера. Он использует термин «палладистс» или «палладисты», среди которых практиковались магические ритуалы. Таксиль заявлял, что получил копии писем Пайка, адресованных некоему верховному жрецу Люциферианского совета, в которых тот восхвалял дьявола. Уильям Гай Карр, канадский офицер и автор книги «Пешки на шахматной доске», утверждал, что после многолетнего изучения архивов и общения с бывшими масонами он пришел к следующему выводу. Альберт Пайк не только создавал доктринальные основы для масонов, он создал и параллельную структуру посвященных, где сатана трактуется как архетип свободы, мятежа и света в кавычках. В 1925 году кардинал Хосе Каро Родригес опубликовал обширный доклад под названием «Масонство и Люцифер», в котором напрямую обвиняет Альберта Пайка в создании люциферианского ордена внутри масонства, в котором осуществлялись тайные поклонения дьяволу и практиковались различные ритуалы. Он утверждает, что палладистский культ, созданный Пайком, имел связи с европейскими иллюминатами и розенкрейцерами, и что лично Пайк отбирал посвященных на 33-ю степень по признаку готовности признать дьявола как истинного освободителя. Современный исследователь масонства и бывший евангелический пастор Дэвид Бэй утверждает, что масонство имеет 2 лица. Внешнее для всех, где Бог упоминается в неопределенной форме, и внутреннее, где говорится, что Люцифер – истинный бог масона. Друзья, ну что же, теперь вы понимаете, что план 3 мировых войн не просто реален, он действительно реализуется прямо на наших глазах. И здесь уже, как говорится, предупрежден вооружен, ведь реальная картина мира отличается от той, что вам навязали в социальных институтах. Теперь вы лучше понимаете, кто истинные враги человечества и Бога. Те, кто в кулуарных собраниях строит свои грязные планы, которые пока что, к сожалению, реализуются. Дорогие друзья, обязательно ставьте пальцы вверх,
Если материал был для вас интересным, также подписывайтесь на сам канал и на наш Telegram, ссылка на который будет в первом закрепленном комментарии под видео. Всем пока!